Друзья, привет! В этом видео мы рассмотрим способы автоматизации пчел. На самом деле способов автоматизировать пасеки и большие ульи достаточно много, но я рассмотрю самые популярные и те способы, которые я сам задействовал, например, когда играл на серверах. Значит, первый способ, самый мой любимый, самый простой, как мне кажется, это с помощью труб Ender.io. Потребуется такая вот труба предметная, как минимум 3 штуки. Значит, сбоку мы будем ресурсы откачивать, то есть подсоединяем трубу. Так, ну давайте я, наверное, даже укажу, как это все настраивается. Покажу. Так, вот берем трубы, просто раз, два, три. Все, дальше просто настраиваем. Здесь переключаем на режим без красного камня извлекать. Здесь мы указываем сюда помещать и ставим приоритет первый. Это означает, что сюда будет в первую очередь у нас подаваться предметы, точнее ресурсы, которые здесь вот у нас в пасеке будут производиться. Это могут быть принцессы и трутни, когда у нас матка умирает, и соответственно продукция. Вот, сейчас мы видим, да, что у нас ничего не откачивается, потому что ему просто некуда толкать. Поэтому здесь мы тоже ставим помещать и приоритет ниже ставим, чем здесь. Поэтому когда сюда уже невозможно ничего будет толкать, он будет выталкивать сюда. То есть все лишние трутни, сюда будет поступать вся продукция, то есть все, что он не сможет обратно в пасеку затолкать, он будет переталкивать в это направление. А тут мы, соответственно, уже забираем там в систему там или куда-то еще к нам на базу и уже там перерабатываем эти ресурсы и так далее. Вот такая вот простейшая автоматизация. Но у меня, к сожалению, на сервере иногда такие трубы подлагивают, поэтому я стараюсь вот по минимуму вот эти только 3 трубы ставить, то есть которые откачивают и которые возвращают. И здесь, соответственно, вот еще у меня на выход какой-нибудь. Далее, второй способ автоматизации, это с помощью моей системы. Вот. Ранее, до того, как у меня мод Ender.io появился в сборке, я пользовался именно таким способом. Здесь логика следующая. Опять же, сбоку мы продукцию забираем с помощью шины импорта и в какую-нибудь такую локальную мою систему к себе забираем. Вот здесь вот я собрал, соответственно, такую вот конструкцию. Вот у меня тут мой сундук. Сюда мы, получается, и пчел, которые погибают, и принцесс, и продукцию все откачиваем вот в эту ячейку. А дальше с помощью шины экспорта мы уже будем возвращать. В шине экспорта мы делаем следующие настройки. Значит, кладем карту нечеткости. Это нужно для того, чтобы трутни, когда они там меняются поколения, и принцесс в том числе там поколения и так далее, чтобы они были, соответственно, в этой шине экспорта нечувствительны к вот этим своим какой-то генетике. Поэтому обязательно ставим карту нечеткости, указываем здесь принцессу, указываем здесь трутня, да, которых мы будем сюда передавать, возвращать. И, ну, здесь карта емкости, само собой, да, чтобы слотов больше было. Ну и карту ускорения ставлю, чтобы быстрее это происходило. И все, когда у нас пчела погибает, соответственно, поступает сюда в нашу систему такую, и отсюда потом с помощью шины экспорта возвращается. В чем проигрыш по сравнению с такой вот системой? Ну, конечно, это более громоздко, во-первых. Во-вторых, нам приходится сперва как бы в мою систему такую локальную трутней и принцесс загружать, и потом отсюда уже выгружать. Поэтому желательно, конечно, под каждый вид пчелы делать такие вот отдельные конструкции, и потом уже, допустим, эту продукцию куда-нибудь там в какой-нибудь отдельный сундук выталкивать, либо в мой интерфейс какой-нибудь другой моей системы целевой выталкивать. То есть желательно под каждый вид пчелы вот такую вот отдельную мою системку небольшую собирать. Вот. По сравнению с этим она, конечно, более громоздкая, но зато она мне всегда служила верой и правдой. То есть она всегда отрабатывала хорошо, никаких лагов особо с ней не было. Вот. Тоже такой хороший способ автоматизировать пчел. Так, далее, есть еще такой способ с помощью, например, Thermal Expansion. Вот, ну, на сервере я такой особо не использовал, но увидел, как игроки активно пользуются, поэтому, может быть, и вам будет интересно. Система тоже достаточно простая. Опять же, у нас здесь труба сбоку будет забирать трутней и принцесс и с продукцией и куда-нибудь передавать. Значит, для того, чтобы забирать ресурсы из пасеки, я использую резонирующий поисковик. Все, настраиваю на режим, соответственно, чтобы он без красного камня работал, да. Любую продукцию и любых пчел он будет, видите, забирать в сундук вот в этот, например.
Все это здесь будет храниться, а чтобы в пасеку вернуть эти ресурсы, я буду использовать резонирующий сервер механизм. Здесь я уже через белый список указываю, что я именно хочу в пасеку передавать. То есть я указываю, что мне нужен Amped Трутень, да, здесь вот Amped Принцесса именно. Ну еще там есть смысл тоже метаданные отключить и так далее, чтобы у нас никакая генетика не влияла. Все, и соответственно это все возвращается вот так вот, циклически тоже будет. И здесь у нас будет скапливаться опять же трутни и продукция, которую мы дальше уже можем фильтровать куда-нибудь там наши целевые системы. Вот такие 3 способа автоматизации. Еще 2 способа там через BuildCraft и Red Power я покажу чуть позже. Там это мне на отдельный сервер придется переключаться, потому что в этой сборке этих модификаций нет. И еще хочу сказать по поводу больших ульев. Естественно, помимо пасек мы можем также автоматизировать и магические пасеки, логика ровно такая же. С большими ульями тоже проблем особо нет. То есть вот, например, я показал здесь, как автоматизировать большой улей с помощью, опять же, моих любимых труб Ender IO. Все, вот просто 2 трубы. Одна у меня, соответственно, труба, опять же, вот откачивает, да, в режиме извлекать без красного камня. Здесь вот ставим первый приоритет, чтобы прежде всего сюда у нас все, что могло, толкалось, да, в этот большой улей. Все, что туда затолкать не получается, мы, соответственно, толкаем вот сюда по нулевому приоритету. Вот этот сундук. Вот, пожалуйста, сколько у меня уже тут нагенерилось. Вот ветреные соты, это самое. И когда трутни у меня здесь уже переполнится, соответственно, лишний труд не будет поступать сюда. А дальше мы уже будем решать, что с этими трутнями делать. Там куда-нибудь в мусорку, может быть, их фильтровать лишних там, или куда-то там хранить в моей системе, если мы хотим потом на варпе их продавать. Как-то так. Вот. Так, ну теперь я переключаюсь, соответственно, на другой сервер. Итак, рассмотрим еще 2 способа автоматизации пчел. Первый, соответственно, у нас с помощью пасеки, с помощью мода BuildCraft, да, здесь вот пасека. Вот у меня, видите, здесь уже продукция покатилась в сундук. У нас используется, во-первых, труба, да, из мода BuildCraft деревянная. Дальше идет алмазная, которая распределяет продукцию пчел. Ну, через золотую я просто возвращаю пчел, соответственно, принцесс и трутней назад в пасеку. Снизу я подпитываю механизмом, там можно любой механизм, который для BuildCraft вырабатывает энергию, использовать. Я использовал электрический движок, там запитал его энергией, и здесь я вот могу включать и выключать, соответственно, эту автоматизацию. В алмазной трубе я обязательно указываю, соответственно, что по зеленому направлению я хочу перенаправлять лесных принцесс, да, и, соответственно, трутней. Кстати говоря, видите, что здесь у меня лесные указаны, на самом деле я указываю луговые, то есть он не различает, вот эта труба не различает их по видам. Это определенная проблема, поэтому надо тоже как-то стараться разные виды, соответственно, в разные системы складывать. Обязательно нужно указать продукцию, да, которую мы направляем по вот этому направлению, в этом направлении к сундуку, иначе просто эта продукция будет выпадать. То есть обязательно не забываем указать, что мы именно хотим в сундук сюда с продукцией перенаправлять. И тут опять же есть проблема в том, что поскольку все трутни будут идти по вот этому направлению, то в какой-то момент у нас произойдет перенаполнение трутней, да, и они будут выпадать. Это самая основная проблема такой автоматизации, что трутни выпадают, какие-то другие игроки могут подойти и пособирать их, да, допустим, получить каких-то ценных пчел. Но с другой стороны, это достаточно простая автоматизация, тем более на таких вот ранних версиях, там Майнкрафта типа 1.4.7. Вместо вот этой алмазной можно использовать немного более продвинутую версию, это труба пчеловода. То есть такая более продвинутая алмазная труба. Ну, логика та же самая, вот разные направления, там указываем, соответственно, куда что. Там, допустим, в этом направлении одну пчелу, там в другом, соответственно, там продукцию и так далее. Но здесь еще можно, соответственно, указывать какие-то виды пчел. То есть вот эта пчела, вот эта труба пчеловода, она уже используется больше даже для того, чтобы какие-то виды там выводить, например, или сортировать пчел. Ну, честно говоря, я их особо не использовал, я предпочитал просто алмазными пользоваться. Вот, ну когда мне надоело, что вот эти трутни постоянно выпадают с пасек, я рассмотрел такую вот автоматизацию. Вот на версии 1.4.7, например, есть мод Red Power 2.
И с помощью него тоже можно автоматизировать. Значит, вот эта сортировочная машина просто у меня по сути забирает из пасеки предметы. Любые, да, это могут быть трутни, это какая-то продукция, и, соответственно, вот этот сундук передают. Здесь у меня в сундуке это все хранится, дальше уже можно там еще одним сортировщиком, например, забирать там соты или какую-то другую продукцию. Вот. А с помощью вот этих двух сортировщиков я, соответственно, возвращаю трутни и принцесс назад в пасеку. Но здесь особенность заключается в том, что вот эти вот пневматические трубы из мода Red Power 2, они чувствительны к направлению. То есть, если мы подаем сверху, то это обязательно будет вот в эту ячейку. Если снизу подаем, то это обязательно с этой. Поэтому здесь у меня вот отдельно трутни направляются вот здесь. По этому направлению я передаю трутней. Здесь, соответственно, я принцесс передаю вот отсюда и сюда сверху кладу. То есть у меня здесь задействовано 3, соответственно, направления. Вот. И выставляю я режимы, соответственно, вот такие, да. Циклический и все полностью. Вот так вот ставлю. Все, и эта система работает. Так, ну и на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. В комментариях пишите свои замечания, рекомендуйте друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.